Всем привет! Рада всех приветствовать на моем YouTube-канале Империя Таро. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь. Благодарю всех за ваши лайки, комментарии. Извиняюсь за посторонние звуки. Для тех, кто там говорит, что у меня телевизор орет, что-то там за кадром происходит. Я проживаю в туристическом городе. Я уже в который раз уже объясняю, но, наверное, не хотят слышать. Здесь у меня туристы. Туристы кричат, орут. Сори, извиняюсь, но такова жизнь, такова реальность. Всех приветствую, да. Помимо этого добавлю, кто захочет мой заказать личный расклад, пожалуйста, обращайтесь. Так, люди избранные. Также, кто хочет отблагодарить меня, помочь в развитии, да, моего канала, кому нравится мое творчество, мой канал вдохновляет вас, я оставлю свою ссылку на свой донат. Так, сегодня пришла такая идея ко мне посмотреть на такую тему. Почему не везет вам в личной жизни? Откуда ноги растут? Подумайте о себе, дорогая моя, любимая. Давайте посмотрим вообще, в какой вы родились семье. Мы все знаем, да, что рыба гниет с головы. Так, давайте посмотрим, в какой вообще вы семье родились. Что за семья у вас была? Какая у вас была семья? Во-первых, приветствую тех, да, кто родился в такой травматической семье. С большой вероятностью здесь, на 99%, да, говорю о том, у многих здесь был холодный отец. Здесь был несчастный брак, да, ваша мать страдала с этим отцом, не исключая того, что здесь отец отстаивал, да, свои, вот именно, да, свои рамки, свои условия, диктовал свои правила. Еще для некоторых скажу так, что отец был очень резким, да. Здесь возможно то, что именно отец не вкладывался, может быть, вашу мать недооценивал, да. Почему здесь какие-то отношения были, не скажу, что счастливые, не исключая того, то, что ваша мама мучилась в этих отношениях, да, соответственно, была закрыта. Помимо этого, люди могли друг друга не слышать. Помимо этого, отношения были какие-то резкие. Помимо этого, здесь, не исключая того, что здесь, может быть, произошел какой-то разрыв, да, с вашим отцом. Отец у вас был какой-то холодный, черствый, не слышал вашу маму. Так, какой у вас был отец, интересно? Я вам скажу так, для многих здесь отец, который оставил свою семью, да, который ушел из этих отношений, который самоутверждался за счет вашей матери. Помимо этого, не хотел слышать. Помимо этого, человек такой, который бросал дела, да, на полпути. Соответственно, просто этот мужчина отказался от вас. Возможно, да, такое, что вас оставил в прошлом. Соответственно, нанес вам такую вот травму. Так, интересно, какая была ваша мама? Мама здесь, скорее всего, я вам скажу, женщина такая, которая вот пребывала тоже в своем мире, депрессивная такая, да? Так, какая была ваша мама? Ваша мать, какая она была женщина? Кстати, у вашей мамы тоже здесь родовое идет. Это у вашей мамы по семейной линии, да, соответственно, женщина здесь была потерянная, отстраненная, да, одинокая. Даже будучи в браке, она оставалась как будто одна. Ее, возможно, не принимала ее семья. Помимо этого, для многих, кстати, здесь, может быть, мама такая вот была очень даже умной женщиной, да, но в себе. Интуиция хорошая у этой вашей мамы. Помимо этого, будучи в браке, знаете как, она на многие вещи закрывала здесь глаза. Но здесь вот как-то вот по семейной идет, по женской, может быть, линии, родовое здесь, да. Помимо этого, постоянно не знала, что ей надо, постоянные поиски какие-то. Помимо этого, эмоционально отстраненная. Скажу так, здесь, вот знаете как, вот как будто крест свой несла, да. Соответственно, как будто, вот посмотрите, здесь даже вот нет любви. Любви нет какой-то. Да.
А как к вам относились ваши родители, интересно? Подумайте о себе. Как относились к вам ваши родители? Как относились к вам? К вам, как родители относились? Да, как к вам относились родители? А я вам скажу, эти ваши родители, да, вот как будто бы на вас здесь было постоянное давление. Даже не побоюсь того сказать, что у некоторых даже было рукоприкладство. Помимо этого, вы себя чувствовали как будто бы ненужной, как будто, вы знаете, как сама по себе. Вот сама по себе мама почему-то, да, вот, как будто вот думала, вот знаете как, вот вы себя чувствовали как будто вот не нужны. Здесь как будто вас вообще не слышали, видите, как вы как будто сами себе были предоставлены. Помимо этого, скажу так, у кого-то был здесь сложный переходной возраст, да. Помимо этого добавлю, что вот ваши родители вами манипулировали. Вот как обесценивали вас здесь, ваши достижения обесценивали. Вот для вас, у вас какой-то вот, знаете, семья была такая вот прям тяжелая какая-то. Кстати, не исключая того, что ваш отец мог вот оставить, да, вашу семью ради другой женщины. Понимаете, здесь еще есть какой нюансик, да? Вот если вы, предположим, хотите любви, вы должны были это как-то заслужить. Что-то делает, вас здесь как оценивают. Помимо этого, вы с самого рождения не были уверены, любят меня, не любят. Помимо этого, вам постоянно было в семье вот эти тяжело, да? Так, как же вам было в этой семье, в вашей семье? Как относились к вам ваши родители? Родители, как вам относились? Кстати, как вам относились? Как к ненужному ребенку. Кстати, здесь я вам скажу, даже как-то могли вас осуждать. Помимо этого, травмировали вашу психику, да. Вы постоянно чувствовали себя брошенной. Даже если здесь есть и отец, и мать, да, вы постоянно чувствовали себя ненужной. Ненужной. Вот как будто вот одна предоставлена себе. Помимо этого, кто-то вам постоянно указывал, как жить. Здесь не исключая того, здесь полностью ваши родители вас... Вот знаете, как для кого-то били, да, вот ваши вот планы, какие-то достижения, да, вот все это разрушали, критиковали вас, вот, соответственно, не исключая того, что вы выросли, да, такой с неуравновешенной психикой, взрывная такая психика, да, здесь. Помимо этого, вы на сегодняшний день, вот я вам скажу, в детстве поступили с вами несправедливо, да, и на сегодняшний день вы вот как вот боретесь до сих пор с этой справедливостью, да, вот будучи выросли, да, справедливым человеком. И для кого-то здесь скажу, развод родителей, да, прям вот у вас как вот взрыв шаблонов произошел. Вот эти ваши родители, да, вот вы конкретно в вашей семье, у вас, может быть, здесь пьянки были, насилие было, да, здесь вот прям я вам скажу, вот как-то, не знаю, вас полностью разрушали, как ребенка. Здесь даже скажу так, здесь было очень несправедливое отношение к вам. Вас не слышали, вас не слышали. И помимо этого, эти люди, ваши родители, извиняюсь, да, они даже не учли того, что вы маленький ребенок, что вашу психику надо беречь. Так, как вам еще относились ваши родители? Ваши родители, как вам относились? Как вам относились? У вас, кстати, была, я вам не исключаю того, да, вот смотрите, здесь вам, может, говорили, да, что... Но вот родители с вами, да, вот хитрили. Вот я вам сейчас это объясню, это как, да. Предположим, у вас там что-то произошло в школе, либо в жизни, да, либо там насилие какое-то было, любое насилие, извините. Но здесь родители вот закрывали на это глаза, они вас не слышали. Они делали так, что вот как будто вам на самом деле, что вы придумали, что вам хорошо, видите как. Вы страдаете, да, а они вам говорят, ты что придумала. Помимо этого я вам скажу... Как будто вот вам не верили, что здесь мать такая холодная выходит. Вот знаете, что отец у вас там такой, знаете как, это не мое, это меня не волнует, все. Кстати, не исключая того, что отец и мать над вами имели власть, да, давление здесь, силу какую-то проявляли. Вот вы себя чувствовали в этой семье неуслышанной, ненужной. Помимо этого, никто вами здесь не интересуется. Мать какая-то, вот знаете как, что у вас в жизни происходит, не интересуется. А как ваша мама относилась еще к вам? Ваша мама, как к вам относилась? Ой. Кстати, для некоторых здесь, да, скажу так.
Вот вы сами по себе человек здесь яркий, да? Вот ребенок, счастье вроде в семью, да, принесли, да? А вас мать критиковала. Даже будучи во взрослом, да, возрасте, будучи даже и ваш союз здесь на сегодняшний день, скажу так, здесь такое тоже выходит. Вот она как будто свой неудачный брак перенесла на ваш брак. Почему? Потому что эта женщина была, как-то она вас критиковала, ваш брак критиковала, ваше вот то, что вот вы, да, несете в этот мир, да, вы немножко вот вышли из-под этого ориентира, да, вот как семейная, здесь вот женская, да, вот линия идет. Вас как-то здесь обесценивали. Все, что вы не делали, вы, вот знаете как, вы не чувствовали себя счастливой. Вы не чувствовали, что вы ценность. Вас как будто вот мать вас оскорбляла. Вот вечно, вот как-то может вашу внешность, да, что у тебя ничего не получится, достижения, да ты это не делай. Вот она вас предавала, причем постоянно. Скажу так, эта мать делала осознанно, неосознанно, но она вот как-то к вам, вот вы, я вам скажу честно, здесь 100% вы здесь своей матери не доверяли. Она у вас какая-то непонятная, то с одной стороны хорошая, то с другой стороны плохая. И вас, ваша мать на постоянной основе почему-то вот здесь по поводу того, то, что вы на самом-то деле, да, человек ценный, человек тот, который заслуживает счастья, да, как вот любая мать должна настраивать своего ребенка, что ты мое счастье, ты моя любовь, что ты та ценность, я тебя так долго ждала, выпрашивала у тебя у высших сил, да, а здесь все наоборот. Соответственно, почему-то ваша мать на постоянной основе, видите как? Но вы должны были через это пройти. Почему здесь судьбоносные все равно? Никак бы они обошли, все равно это ваша мама. Да, и отец у вас такой, вы бы все равно, вот вас как будто вот, что ваш отец, что ваша мать вас предали. Понимаете? И оттуда ноги растут. Ваша мать как будто вас не слышала. Не слышит она. У вас здесь связи с мамой не было. Да, и отец у вас какой-то. Так. Получается так, то, что вы не проработали. Почему вам все-таки не везет, да, в личной жизни? Сценарий родителей. Здесь как повторяется. Почему вам не везет в отношениях? Почему вам не везет в отношениях? Почему не везет вам в отношениях? А знаете как, я вам скажу? Благодаря вашим родителям. Здесь у вас сразу здесь... Знаете как, поставлено на разрыв. Через, кстати, любовный треугольник здесь. Понимаете как? Вы ищете наподобие своего отца, такого же жесткого. Хотите вы того или нет, это психика. Понимаете? Вот каков был ваш отец, вот просто вспомните своего отца и вот своего товарища. Аналогичный партнер. Понимаете, вроде как начинается так, да, у вас. Смотрите, вот вы такая вот красивая, да, вот девушка, здесь, которая, да, ищет любовь, да, притягивает, такая очень приятная, лучезарная, добрая. Встречает здесь хорошего такого мужчину, который вас завоевывает, да, любовь, романтика, тому подобное. Предположим, у вас потом завязываются отношения, и вы, получается, проигрываете роль своего отца в этих отношениях и роль своей матери. Соответственно, у вас появляются здесь конфликты, причем болезненные конфликты. Тот человек, за кого вы вышли замуж, либо с кем вы связали свою судьбу, да, неважно, в каких-то отношениях, вы потом, спустя эту боль, да, когда вот уже в этой мясорубке находитесь, или через выходом, да, болезненный здесь выход из отношений, да, когда у вас уже в голове приходит осознанность, что на самом-то деле вот этот товарищ, с кем у вас не сложилось, это точная проекция вашего отца. А вы поступали аналогично, как ваша мать. Да? Здесь ваши родители. Ваши родители, вот как хотите вы того или нет, это ваше подсознательное. Понимаете, ваша травма детства. Она вам... Вы не можете, пока вот вы не проработаете, встретить нормального человека. Соответственно, вам нужно здесь над своей психикой проработать вот все эти нюансы с вашими родителями для того, чтобы встретить нормального, здорового человека. Чтобы построить нормальные, здоровые человеческие отношения. А не так то, что, знаете, вот пришел мужчина такой харизматичный, вы такая красотка, да, любовь, романтика. Причем, что самое интересное, вы больше этого мужчину любите, а он вам разбивает сердце, причем вдребезги. Так, почему еще же вам не везет с отношениями? Причина того, почему же вам еще не везет. Так, созависимость. Так, что же еще почему не везет? Не тех выбираете партнеров, понимаете? Вот вы хотите, да, в отношениях стать, вот вы выбираете себе мужчину, для которого вы хотите, чтобы этот мужчина признал в вас ту самую женщину.
Но эти отношения, сразу говорю, обречены. Почему? Потому что здесь, во-первых, отношения завязываются на страсти. Либо чисто, знаете, как выгодные отношения. Здесь, скажу так, кто-то себя здесь чувствует звездным. Помимо этого, эти отношения очень какие-то холодные. Они проходят здесь через мясорубку. Почему у вас, вот посмотрите, если вы будете опять вот наступать на те же грабли, да, через которые вы прошли, если вы будете снова идти по соблазну, да, вот такой вот мужчина, который показывает себя, как будто бы он зрелый и готов к этим отношениям, но не готов вас признавать своей женщиной, будет ситуация, сценарий снова повторится. Понимаете, почему еще у вас, вы склонны к соблазну? У вас есть мечта найти здесь такого мужчину, но потом, понимаете, как здесь происходит у вас в отношениях трансформация, ваши отношения там не то что подыхают, здесь, не знаю, конфликты, ложь, обман, манипуляция, где-то там попытки убийства, потом здесь созависимость, вы от этого мужчины зависимы, он от вас зависим, помимо этого драки, скандалы. Вы просто должны оглянуться на свое прошлое и закончить это, потому что если вы не проработаете, да, то, извините, ваша мечта, она не осуществится. К сожалению, вы останетесь снова у разбитого корыта. Вам нужно здесь работать с вашей психикой и копаться, копаться, копаться и вытаскивать все это дерьмо, которое оно у вас там застряло. Почему еще вам не везет в отношениях? Почему не везет еще почему у вас такие проблемы в личной жизни? Почему такие проблемы еще в личной жизни? Во-первых, вы выбираете здесь, вот знаете, как я вам скажу, входите вы в отношения, да? Но вы вступаете в отношения, вы сами не уверены, нужен вам этот партнер, не нужен. У вас какие-то отношения вялые, текущие. Понимаете как? Вам нужно перестать здесь самой делать, вот знаете как, впахивать в этих отношениях. Вы как будто сами себя здесь, вы знаете, как самооценку свою понижаете. Что вот вы как будто кому-то чем-то обязаны. Если это мой партнер, то она вся бежит туда, вся вкладывается и помогает ему. Ты ничего не делай, я все сделаю. Тем самым, смотрите, вы сами, понимаете как, партнеру даете возможность понять, что я для тебя все сделаю, но ты можешь ничего не делать. Видите, он инфантильный выходит здесь. От вас инициатива постоянно, вам нужно прекратить это. Вы императрица, но вы сами же свою же императрицу убиваете, посмотрите как. Вам вообще противопоказано что-то делать для мужиков. Понимаете? И для себя вы должны определиться, каких вы хотите отношений. Соответственно, какой должен быть партнер. Давайте посмотрим, какой будет вам совет от карт, чтобы больше в такие отношения не вступать, да, и строить хорошие отношения, когда вас будет уважать, ценить, а то вас там и обесценивали, что же с вами там творили, это просто катастрофа. Так, что нужно сделать для того, чтобы стать счастливой? Что нужно сделать, чтобы стать счастливым? Во-первых, вам нужно успокоиться и для себя осознать, вам нужно прорабатывать свои страхи, понимаете? Вот не уходить, да, вот не убегать от этого, да, а вот наоборот погрузиться и понять для себя, что, извините, вот почему все так сложилось? Нужно все копать, здесь нужно проработать именно. Вот эти вот у вас страхи идут с детства, вы были жертвой, понимаете? Вам нужно, может, специалиста найти, который проработает это. Вам нужно, знаете как, уже хорош здесь сидеть, понимаете? Вам нужно здесь собраться силами и вперед. И давайте лечить свою психику. Здесь у вас хотите вы или не хотите. Вот видите, как у вас уже нет доверия. Многие думают, что уже все, счастье закончилось здесь. Но на самом-то деле вы же сами себя обманываете. Понимаете? Шанс-то у вас есть, но вы для этого ничего не делаете. А у вас-то все в голове. Посмотрите, кстати, на вас еще лунные сутки здесь влияют. Понимаете? Страхи есть, помимо этого какие-то препятствия. Но препятствия у вас в голове. В голове. Вот сама с собой, понимаете, почему у вас и болезни, болячки, все это вылазит. Это все психосоматика. Так, что нужно вам сделать для того, чтобы стать счастливой женщиной и построить полноценные, хорошие отношения? Что нужно сделать? Так, дорогая моя, прекрати здесь угождать вот этим мужикам. Во-первых, для себя пойми, что вот такой типаж, может, который бухает, только много чего говорит, обидчивый, вот знаете как, которому кроме тебя другие женщины интересны, да? Вот ты хватит уже пребывать в своих этих иллюзиях. Не надо мужиков искать таких, выбирать, которые не знают, чего хотят, потерянные, которые играют, перед которыми ты стелишься, за которыми ты должна здесь убиваться, бегать, завоевывать. Тебе не нужны такие вот, которые, вот знаешь, за счет тебя самоутверждаются.
Таких тебе не надо. Видишь, которые неопределенные. Если что, коснись, то его жопа с краю. Так, что тебе еще надо для того, чтобы построить шикарную жизнь, свою личную жизнь, счастливую жизнь, с таким мужчиной, с которым ты хочешь, который тебя будет любить, целовать, да, как вот в песне, целовать тот песок, по которому ты ходила. Так, что тебе нужно в себе изменить, чтобы появился у тебя такой партнер, которого ты заслуживаешь? Что нужно изменить? Во-первых, мадам, давай определяйся уже, слышишь? Не нужно этих уродов собирать у себя. Во-первых, перестань обижаться, да? Помимо этого, перестань, знаешь, сомневаться в себе. Такая ты, не такая. Неси себя, как женщина, ты приз. Понимаешь? Что ты не каждому мужику еще достанешься здесь. Здесь еще 300 раз подумаешь, нужен ты мне или нет. Не надо цепляться здесь. Не надо держать того, кто тебя не ценит. Пошли все нахрен. И смотри в будущее. Так, что нужно сделать тебе еще, чтобы хорошая, видишь, семейная, господи, выскочила изо рта. Хорошая семейная жизнь у тебя была, чтобы партнера шикарного встретила. Что тебе еще надо сделать? Что тебе нужно сделать? Что тебе еще нужно сделать? Так, знаешь, как я тебе скажу? Вот таких вот, которые приехал-уехал, которые, знаешь, вот ведут себя инфантильно, да, которые... вот конфликтные, какие-то вот себя, которые любят, да, такие тебе не нужны. Вот которые, знаешь, непонятные, такие вот, пришел, увидел, победил. Это не твоя история. Но я тебе скажу, ты должна здесь вот быть более эгоистичной, понимаешь? Выбирай себя нужно выбирать. И хорош здесь с собой конфликтовать. Ты вот, знаешь, мужчины, кстати, к тебе приходят такие вот яркие, да, ну вот, почему-то они с тобой соперничают, ревнуют тебя, они могут ревновать, знаешь, вот к такой вот личности, ты вот сама по себе такая личность, да, интересная, яркая. Вот и получается так, что мужчина видит в тебе не женщину, а мужчину, и, кстати, соперничество здесь, понимаешь? Вот таких вот уродов, которые только думают о своей жопе, таких не надо. Так, что нужно сделать для того, чтобы быть счастливой в отношениях? Что нужно сделать? Во-первых, ты знаешь что, научись, да, ты сама здесь хорошая манипуляторша, я тебе скажу. Научись выбирать достойных мужиков, которые зрелые мужики, понимаешь, которые что-то готовы для тебя делать. Которые тот мужчина, за которым ты можешь встать, да, вот ты не будешь с ним соперничать, который вот дарит тебе радость, которые любовь проявляют, которые, знаешь, выполняют все, что ты захочешь, которые сильные мужчины, уверенные в себе. Если у тебя есть дети, да, это не помеха, это все иллюзия, там, что женщина с прицепом, или как там говорят, вот эти недоразвитые. Это, понимаешь, это умственно отсталый человек, чтобы так говорить, что женщина с прицепом, это какой-то второй сорт или что-то. Не надо, ты смотри на то, что если ты, да, у тебя есть дети, ищи такого мужчину, который будет вот вас оберегать. Вот император настоящего, да. Не тот дебил, а вот который настроен уже на серьезные отношения, который умеет брать ответственность, который сказал, сделал. Независимо от возраста, этот мужчина, он зрелый. Вот таких тебе нужно, понимаешь? И хорош вот это со своей семьей там цепляться. Вот и добавлю к тем, да, кстати, если там кому-то не нравятся мои расклады, там критикуют, пожалуйста, критикуйте. Рейтинг поднимите. Помимо этого, для того, чтобы построить счастливые отношения вот со своим вот этим человеком, да, тебе сначала нужно проработать вот свое дерьмецо, которое тебе не дает возможность, понимаешь, встретить своего человека. Вот так вот. А к тебе, так как у тебя психика нарушена, ты выбираешь себе палачей, хочешь ты того или нет. Ты заметь, к тебе одна шушера клеится, здесь шушера выходит. Здесь нормальных мужиков нет, потому что нормальным мужикам ты не интересна. Ты интересна только тиранам, абьюзерам, нарциссам, вот таким вот крышоедам. Вот им ты, да, интересна. Почему? Потому что, ну... так как они, вот знаешь, как вот животные считывают тебя, что с тобой так можно. А ты должна уже понять, проработать это, свои границы выставить. Помимо этого, покопаться в себе, в своей психике, в детстве. Что у меня там произошло, почему у меня так. Вот такая вот ситуация на сегодня. Поэтому, так что не переживай, все будет замечательно. Самое главное, ищи тех людей, которые тебе помогут. Не можешь, не располагаешь суммой, вылазь сама. Кому интересно, я тоже вытаскиваю людей из таких вот состояний тяжелых, да. За моими плечами есть огромный опыт. Кому будет интересно, напишите. Кому нужны личные расклады, обращайтесь. Во-первых, я не готова принимать тех людей, которые не знают, что они хотят, да. Ну, в том плане, вот на личные расклады, то говорят одно, потом делают другое. Не тратьте время.
Вот пишите кому-то там, идите к тем, кому это, знаете, кто за вами будет бегать. Я ни за кем не бегаю. Кто захочет заказать у меня, да, поработать со мной, тот выбирает меня, соответственно, идет на это осознанно. Не хотите брать ответственность за свою жизнь, пожалуйста, это ваш выбор. Поэтому и я никого не хочу здесь осуждать, я не Бог. Я вам всем желаю счастья, процветания. Здесь, кстати, у вас еще и на финансы влияет, на здоровье влияет. Все у вас в голове. Давайте уже решайте эти проблемы, вот эти травмы детские прорабатывайте. Хорош сидеть в этом дерьмеце, пора вылазить. Всех благодарю, кто побывал на моем интереснейшем раскладе, да. Сегодня был интересный такой необычный расклад, более психологический, да. Здесь мы копали то дерьмецо, что в вас скрыто. Буду надеяться, что этот расклад с вами срезонирует. Если с кем не срезонировал, дай бог, я за вас рада, что я ошиблась, что это не ваш расклад. И дай бог, чтобы он с вами никак не срезонировал, да. Всем желаю добра, успехов, да. Помимо этого, подписывайтесь, кто еще не подписался. И, как всегда, я вам скажу, до скорой встречи, мои любимые, дорогие мои, новые друзья, подписчики. Я вас всех люблю. До скорой встречи.